Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина. Это канал рукоделия и вышивки крестом. И это видео о моей вышивальной неделе. В этом видео будет все. Я буду красить ткань. Я начну два новых проекта, два новых дизайна. Мы поедем вместе с вами в Комо за ниточками мулине. И я думаю, будет интересно. Так что запасайтесь кофейком, чайком, вкусняшкой. И мы начнем. Надо убираться. И я уже 2 часа занимаюсь всем, чем угодно, но только не уборкой. И тут девчонки мне пишут: давай, начинай все, и будем друг друга поддерживать. И я посмотрела, хотела начать Serenità di Campania. Так, вот это Serenità di Campania, то, что я хотела взять. Я себе отрезала кусочек льна. Но мне его теперь надо покрасить вот в такой цвет. Я смотрю, здесь какой-то розово-коричневый. Она говорит, сама она это красила, красоту накрасила. Как бы мне теперь накрасить такую же красоту? Ну, я уже, видите, как это называется, обработала края. Но у меня нету оверлога, я зигзагом обстрочила, но хотя бы не так будет сыпаться. И здесь мне не хватает, ну, я выбрала только цвета, которые мне надо на осенний. Я решила осенний, только осень вышью. Выбрала эти цвета, и мне к этим цветам не хватает еще 5 штучек. И сейчас посмотрим, покажу вам. Это, видите, мне так хочется убирать, что я готова на все. Сейчас я вам покажу, какая здесь ужасная схема. Вообще, ну как бы, да, цена как бы не 3 копейки стоит. Ну, за 10 евро могли бы, ну, посмотрите на вот эту бумагу, во-первых. Это газетка какая-то, но она качество некачественного. И потом то, что мне не нравится, ну вот я вам кусочек покажу. Видите, здесь осень написано. Вот здесь кусочек на этой стороне и кусочек будет на другой стороне. Ну что, как бы вот здесь полностью вот как-то так, вот так. Вот. Ну, как бы такое себе, мне не нравится. И я не люблю цветовые схемы. Я люблю просто значки, когда написаны. Ну, что ж. Как есть, будем работать с тем, что есть. И вот здесь они у нас нам пишут, что такое фарфалы. Вот если мы будем вышивать, это нам надо 14,5 на 57 сантиметров. Вот я отмерила здесь запасом, потому что 13 филей, это, я так думаю, 30-й каунт, 32-й. Ну, у меня тоже то же самое такое. Я отмерила здесь с запасом, должно вполне себе вместиться. И, ну, здесь не пишут 2 через 2 или как. Наверное, 2 через 2 ниточки. Ну вот, мне надо здесь докупить. Потом думаю, а девчонки говорят, давай Рената Паролина. Я ж так хотела себе это дерево вышивать. Вот это вот дерево от Рената Паролин. И я думаю, ну посмотрю на это Рената. У меня ткань на него есть. Я уже тогда сразу купила эту ткань. Ткань есть. А думаю, что там с ниточками? Посмотрю, что там с ниточками. Если у меня хотя бы половина будет, то я начну. Вот эти ниточки, видите? Знаете, что я вам скажу? У меня есть все эти нитки, кроме вот этого 0,8. 0,8, ну, чтобы вы понимали, 0,8 это основной цвет ствола. Вот этого, вот эти вот большие крестики. Упс, извините.
вот эти вот крестики, это вот этот 0,8. И как раз с него и надо, по-моему, и начинать. Ну, начну с вот этого, а потом докуплю этот 0,8, потому что здесь веточки. Ну, короче, к этому 0,8 крепится все остальное. На базе этого 0,8 надо все остальное вышивать. А все остальные нитки у меня есть. Вы представляете? У меня нету всей палитры, но вот так совпало, что в наличии все вот эти ниточки, которые требуются на этот дизайн. Так что тоже я обстрочила здесь зигзагом эту ткань, которая у меня была. Ну, не знаю, может начну пока вместе вот этот стволик сам, который потемнее, вот этой ниткой надо вышивать, она у меня есть. И посмотрим, что у меня из этого всего получится. Я хочу попробовать покрасить, конечно, вот эту ткань. А сейчас я пойду убирать все-таки, никуда от этого не деться. Сложила подушки, покрывала из гостевой комнаты и накрыла их вот такой простыночкой, чтобы кошка не оставляла свою шерсть. Ку-ку. Фокус не удался. Я еду в Комо, потому как мне нужны ниточки мулиные. Мне приходится ехать в Италию. Вот если вы поедете налево, вы попадете в Чернобио, а направо вы попадете в Комо. И сейчас мы увидим, какая красота здесь нас ожидает. Вот, допустим, справа известный отель Шератон. И справа у нас заправка, где я хочу заправиться прежде всего. Сейчас только проедет. И вот, собственно, озеро Комо перед вами расстилается. Здесь у нас променад вдоль автострады. Чудо, и мне удалось запарковаться здесь. И вот, видите, вот там начинается этот базар. Сейчас мне его, наверное, весь пересечь придется, чтобы попасть туда, куда удалось мне купить все цвета, которых мне не хватало. Правда, не у одного продавца, а у двух. А теперь в школе я в Италии. Пойду выпью кофе. Я выезжала, было солнышко, а сейчас вообще дождь собирается. Я надеюсь, что меня дождь не намочит. Вот такой красивый город Комо. Магазины открываются в 10:30. Я никогда так рано в Комо не приезжала, и для меня это большой сюрприз. Все закрыто, а у меня парковка до 10:30. На магазин здесь мы всегда покупаем сладость, называется нувола. Вот это, вот она. Это в переводе облако, значит, она действительно очень вкусная. Купила хлеб, вот это собор, в котором мы с вами были в прошлом видео. И все, на сегодня хватит домой. Вот такая красота, но здесь ремонтируют дорогу. Дорога домой. Вот такая эта нувола, она очень мягкое тесто, прям воздушное, действительно как облачко. И очень вкусно. С абрикосовым джемом. Ну что ж, покажу вам, что мне удалось. Ой, что-то я засветила всю схему от Rosewood Manor. Вышиваю я вот такую чашку с кофе
чашку кофе или чашку с кофе, как вам больше нравится. И вот смотрите, я почти всю чашку вышила, мне осталось золотистым 2 рядочка здесь сделать здесь ручку, тоже золотистым она делается, и цветочки, начать и закончить, в принципе. Вот такая красота у меня должна получиться, вот с такими великолепными розами, прекрасными, замечательными. И что я хочу сказать, вот это то, что было мне нужно. Мне прям вот хотелось сесть и шпарить крестики и ни о чем не думать. Вот это оно было то самое. Отключил мозги, отключил голову и шпаришь крестики. Шух-шух-шух-шух. Только не забывать оставлять место для надписи. И все дела. И видите, какая красота получается. Люблю я Rosewood Manor Карен Клуба за ее простоту. Недаром говорят, что все гениальное просто. Вот все гениальное просто и красиво. Посмотрите на эти розочки, которые меня ждут впереди. Тут даже я по схемке смотрю, ну, как бы логично, тут не меняешь каждые 2-3 крестика, смена нитки, 2-3 крестика здесь. Вот логично, как-то эта серединка, вот так одно за другим идет, и ты не собьешься. Ну, я надеюсь, во всяком случае, на это. Так что вот такие дела. Ну и как вы видели, я купила все недостающие ниточки. Собственно, здесь недостающие ниточки. Вот эта вот недостающая ниточка на Рената Паролин на это дерево 0,8. Это вот из новых. Видите, какая она коричнево-серая, не понять. А эти все недостающие ниточки у меня были на Serenità компания на тыковке. Там дофигища этих ниточек. Смотрите, это сколько у меня не хватало. И это у меня только не хватало на осень. Там я лето, зиму даже не смотрела, потому что я хочу начать осень. И вы меня, друзья мои, вы меня так вдохновили и поддержали. Начинает все, бросаю все, начинаю все. Как вот говорится, сгорел забор, гори и хата. Я решила, поначинаю я и дерево от Рената Паролин, и Serenità компания осень вышью. Так, Леда, давай с Нового года начнем цветы Парижа. Кстати, мы тут вот с Леной Тымкив решили с Нового года начать цветы Парижа. Помните? Сейчас я вам их притащу, покажу. Вот эти прекрасные цветы Парижа. Лена будет вышивать на черной канве. Я буду вышивать на бежевой канве. Мы хотим стартануть с Нового года. У кого есть цветы Парижа, присоединяйтесь. Давайте сделаем такой небольшой между собойчик. И повышиваем, и друг друга подстегиваем. И может нам удастся это к весне вышить вот такой прекрасный, замечательный сюжет, такую прекрасную, замечательную картину. И вот так вот красиво оформим. Вот, так что присоединяйтесь. Так, а мы вернемся к нашим ниточкам. Кроме того, что я купила ниточки, я у одного купила вот эти вот все ниточки, вот эти вот. Он по евро 20 продавал. И не было у него вот этого цвета 152-го. И я пошла к другой. Она продавала по евро 40. И вот одну я за евро 40 купила. И она такая, и все, больше ничего не хотите? Не, говорю, больше ничего не хочу. Мне евро 20 уже как бы не даром, как сказать. А евро 40 так вообще. И кроме этого, смотрите, что я там на базаре увидела. Вот такую штуку. И я вспомнила, что кто-то делал вот такие органайзеры. Смотрите, сколько здесь дырочек. И вот у меня что есть.
У меня 100 лет в обед вот эти вот стрекозы лежат и ждут, непонятно чего ждут. И я подумала, а не сделать ли мне органайзер? Знаете, вот такой пинкипчик делается, налепливается сюда, туда набивается побольше этого синтепона или чего-то такого, и туда вкалываются иголочки, а здесь вешаются ниточки. Класс, класс. И пристрою этих стрекоз, то они лежат, ждут чего, непонятно. Видите, даже уже я их чуть-чуть того этого поломала. Вот и здесь кусочек, как это называется, органзы пришито в крылышках этой стрекозы, видите? И в этой стрекозе тоже была органза. Но очень умная Ира взяла ее и погладила. И теперь стрекоза без органзы. У нее будут теперь прозрачные крылышки. Ну, наученная горьким опытом на этой стрекозе, эту я уже гладить не стала. Вот так-то. Ну, красивые. Я в Пинтересе нашла этих стрекоз и, как говорится, слепила из того, что было. Повышивала, что у меня было, прилепила сюда. И вот они лежат уже, ну, чтобы не соврать, лет 7. Лежат. Ну, надо, что они лежат, то хоть что-то, не знаю, буду ли я пользоваться этим органайзером, удобно ли будет он для меня, но, тем не менее, хоть какое-то приспособление этим стрекозам найду. А то жалко, честно говоря. Так, а вот это дерево. А вот у нас дерево, очень красивое. И вот что мне удалось вчера вечером на этом дереве вышить. Оно будет вот так вот 10 сантиметров, а вот так вот 25 сантиметров. Ну, даже не 25, а там 23 с чем-то. А потом вот здесь на оставшийся кусок ткани будет веночек. Ну, веночек я пока не собираюсь, здесь бы дерево. Ну, это я вам должна сказать, это из серии вот расслабон перед телеком, потому что ты взял и пошел, вышиваешь себе эти крестики один за другим, нету тут никаких полукрестиков, нету здесь никаких этих миксов, как это называется, ну, когда смешиваются ниточки, нету тебе никаких там бисеров, шовчиков и всякое такое. Чисто крестики и вот так получаешь удовольствие. Именно то, что мне очень сильно хотелось. И теперь у меня есть все нитки, и я могу продолжать. А Serenita di Campania, вот этот, что я вам показывала, что мне не нравится эта схемка. Теперь у меня что же есть все нитки, но я не покрасила ткань. Я, честно говоря, не знаю, как ее красить. То ли чаем, то ли кофе. Ну, в общем, надо что-то придумать. Ну, знаете, как-то нет вдохновения на покрасить. На покрасить, оказывается, тоже надо вдохновение. Даже вот, казалось бы, такое примитивное здесь. Но все равно как-то что-то хочется интересное. Так что стартанула я дерево, осталось мне стартануть это, и все, и будет мне счастье. И будут это осенние старты. Ну вот как это называется? Евро 20 я отдаю за нитки DMC. И что это? Это вообще нитки DMC? Это как? Здесь оборван кусок, они связали, и все в порядке. Нормально? У вас такое случалось? У меня возникают какие-то тихие подозрения. Либо они там халтурят что-то на этих нитках DMC, либо это левые какие-то нитки. Ну, не должно быть, по идее. Ну, кто его знает? Потому что как-то... Вы сталкивались с таким, что у вас связанные там нитки были? Пойте.
давай. Телевизор орет, тут у нас глухих повезли, муж телевизор смотрит. Решила я все-таки покрасить свою канву на Serenità компании на эти 4 сезона. Пересмотрела 150 видео, как его красить. У меня есть краска, конечно, но там требуется типа мока, цвет. И я смотрела, чем там красят. Красят чаем, кофе и корицей. Я решила смешать чай и корицу. Надо намочить. Ну, в этом смысле мнения расходятся. Одни говорят мочить, другие говорят не мочить, третьи говорят вообще в уксусе и в соли замочить. Ну, я просто решила в воде замочить, потому что не хочу, чтобы мне воняло уксусом и солью. О, Господи, помоги, пожелайте мне удачи. Так, намочила. Теперь надо скрутить, чтобы получились какие-то симпатичные заломы. Но когда намоченное, говорят, оно покрасивше, это самое, мнется. Ну вот, сделала я вот такую штучку. Так, теперь у меня есть корица. Вот такая упаковочка, здесь 24 грамма. И тут я вот заварила черный чай. English breakfast, кому интересно. Так. И так как говорят, корица, она плохо очень растворяется, то я корицу высыплю сюда сейчас и проварю 5 минут мою тканюшку. Может, водички надо было побольше набрать, не знаю. Ну, посмотрим, что у меня выйдет. Короче, все зафигачила, потому что там, если только чаем вы покрасите, он получается какой-то цвет непонятно коричневый какой-то, а эта корица типа розовинку дает. Ну, вот сейчас я, наверное, сейчас закипячу эту корицу, чтобы она растворилась, потому что она вот такая какая-то зернистая. Я думаю, если я ее проварю немножко, она может растопиться, и только потом положу туда внутрь ткань. Что я вам хочу сказать? Эта корица, она нифига не растворяется. Она вот такие какие-то мелкие кусочки, вот видите, как пыль на ложке. Вот она такая и остается. Я ее уже прокипятила, но нифига это не помогло. Короче, я вот сейчас сюда это запихаю и все дела. А потом посмотрим, что у меня получится. Подержу минут 10. Так, ну я вот проварила, правда, не 10 минут, а 5 минут всего. И сейчас я хочу его высушить в микроволновке. Не хочу я сушить его утюгом. Там предлагают утюгом, но я не хочу портить свой утюг. Я его высушу в микроволновке. Вот все дела. Так, сейчас я переложу как-то так, чтобы не... Видите, вот эти зернышки от этой так и остались. Микроволновка. Так, ну вот я на 3 минутки его отправила. Я думаю, этого достаточно вполне. Сейчас я его... Упс. Сейчас я его ополосну, чтобы смыть всю эту, как это называется, корицу. И потом поглажу, потом покажу, что у меня получилось. В гостях у подружки, смотрите, какой красивый у них подъезд, какая лестница мраморная. Я даже не взяла лифт, иду пешком, потому как мне очень нравится такая красивая лестница. Итак, покажу вам, что же при свете дня, что же я там вчера в потемках понакрасила. Вот посмотрите, какой цвет у меня получился. Он достаточно хорошо сейчас передается на камеру.
Ну вот у меня такое тихое подозрение, что он у меня слишком светлый. Хотя тут на этом превью фиг поймешь. В этой длинной панелькой вроде у меня такой как надо. Вот здесь ближе, здесь кажется потемнее этот цвет. Здесь лаванда посветлее. Ну, не знаю. Ну, я надеюсь... Что тут? Белый цвет будет, в принципе, отчетливо видно на этой ткани, я так полагаю. Ну, вот сейчас приложим. Даже вот такой желтый приложим цвет. Ну, мне кажется, он будет нормально выглядеть на нем. Так. Ну вот, смотрите. И этот будет выделяться, мне кажется. Эти, ну, вообще, конечно, без всяких будут очень красиво смотреться. Вот этот самый светлый, вот этот самый светлый. И вот этот ближе, мне кажется, к... Ну, хотя все равно он отличается. Мне кажется, все четко будут выделяться цвета. Единственное, что вот здесь вот эти беленькие звездочки, ну, мне кажется, и белые будут, если эти выделяются уже как четко. Ну-ка. Что вы скажете? Подкрасить еще потемнее его или нормально будет? Может, начну, пару крестиков сделаю, посмотрю, как будет выглядеть вот этот цвет. Тут вроде видно, да? Ну, надеюсь, что будет все хорошо видно. Вот окрас вот такой. Это у меня чай и корица. Ну, конечно, можно было бы подержать подольше, но так как есть. И что, хочу вам показать, что я все-таки сделала игольницу. Итак, та-да-дам! Не знаю, насколько она будет функциональная, эта игольница у меня, но я имею в виду вот эти, потому что места у меня не хватило для того, чтобы, допустим, номер там какой-то повесить, ну, обозначение. Игольничка втыкать, да, я сделала такую здесь подушку, как видите, достаточно высокую. Что это за нитки торчат? Ладно, потом обрежу. Ну, зато красиво, видите. Я сделала сначала, как вы помните, у меня были только 2 стрекозы. Здесь пришила я, посмотрела, мне показалось пустовато. Взяла, прилепила еще цветок этот. Не знаю, выглядит теперь немножко кич в китайском стиле. Ну, пусть будет. Может, еще уже и сюда наляпать, чтобы уже так кич уже будет красоваться, пока еще лето здесь. Ну, с пайетками я, честно говоря, второй раз в своей жизни имею дело. Первый раз я с пайетками решила, у меня дочка, когда маленькая была, но она и сейчас обожает сумочки. И когда маленькая была, я помню, 3 года, она нарядится, возьмет сумочку. Обязательно, сумочка была обязательный аксессуар. Она не выходила без сумочки из дому. И она брала сумочку, и я решила сделать для нее сумочку. И я взяла там, ну, кусочек ткани и вышила вот там с пайетками, что-то с бисером, ну такое какое-то, никакое, оно было все, но она обожала эту сумочку, она там вообще как Гуччи и Версачи нервно курят в сторонке, как она носилась с этой сумочкой, и там во дворе ей все завидовали, потому как была у нее такая красивая, шикарная индивидуальная сумочка.
И вот у меня второй раз я в жизни пользуюсь пайетками. Примерно так на сумочке тоже там было такое. Вот такие дела. Ну, как вам моя игольница? И на этом пока все. Полюбуйтесь на эту принцессу на горошине. 33 подушки, и она сверху. Счастливая и довольная. Бонджорно, пупи. Какая красавица. И все-таки я решила подкрасить еще мою канву. И посмотрите, что у меня получилось. Как-то у вас на экране она более в розовый уходит. На самом деле она у меня в реальности более в желтый. Вот на экране мне нравится больше, как она получилась, чем в реальности. Ну, теперь, мне кажется, я подошла ближе к этому цвету. Ну, я думаю, хороший. Я вот так визуально разделила, ну, не визуально померила, разделила на две части. И сейчас начну здесь осень, потом у меня здесь... Она просто широкая, она будет вот здесь, наверное, осень вот такая. Эти тыковки. И потом здесь у меня будет зима. Так что все, я готова стартануть и с этим дизайном. Есть у меня на него ниточки, все у меня уже собрано. Так что покажу, что у меня получается. Хотя мне нравится больше всего весна. Но мне вообще все нравится. Мне лето нравится с лавандой классная. И осень с тыковкой, с морозником эти. Сейчас выщу, сфоткаю с тыклами. Потом выщу, сфоткаю с морозником. Маргариток у меня полное поле. И лаванду. Лаванду, кстати, вчера стригли, кусты лаванды. Запах такой стоял. Я открыла балкон, и внизу под балконом эта лаванда растет. Они ее состригли, и такой запах в комнате. Заходишь, прям лавандой прекрасно. Я, честно говоря, раньше не любила запах лаванды. Видимо, надо было привыкнуть к этому запаху. Мне не очень нравился. Какой-то... Мне что-то старческим казался каким-то, ну, не знаю почему. А сейчас очень люблю. Либо я старая стала, либо у меня вкусы изменились. Вот такие дела. Ну что ж, друзья, подошла к концу неделя, и я хочу вам показать, что мне удалось навышивать за эту неделю. И начнем с последнего начатого мной проекта. Это производитель итальянский Serenità компания, и называется «Цвета сезонов». И я, естественно, начала с осени. Я начала с этой тыковки. Вот такая вот картинка у меня должна получиться. И что у меня на данный момент имеется? А на данный момент я уже почти вышила тыковку. Оказалось, это не так просто, как мне казалось, это будет легче. Оказалось, не так-то уж легко. Оказалось, показалось. Ну, короче говоря, тавтология. Вот такая яркая, красивая тыква у меня получается. И это, наверное, 30% от всего дизайна будет готовая. Красила я эту ткань сама, как вы видели, несколько раз. И вот такая она у меня получилась, и я очень довольна. Единственное, что мне не нравится, как получаются крестики. Здесь крестики, они получаются кривые, косые, какие-то непонятные. Ну, я надеюсь, в общей картине это будет незаметно, как обычно. Так, следующим дизайном я вам покажу первый начатый дизайн. Первым стартом этим осенним у меня была чашка кофе от Rosewood Manor, дизайнер Карен Клуба. И
этот небольшой дизайн, он очень легкий, как и все работы Карен Клуба. Мне очень нравится. Мне нравится логичность ее схем, мне нравится простота и красота ее дизайнов. И посмотрим, что на данный момент у меня есть. Па-бам! Ну, в начале видео я вам показала, была готова практически чашка, это сама чашка. Сейчас у меня, я дошила ручку здесь, внизу немножко. Специально взяла эти ножницы нифига не режут. Я специально их положила сюда, здесь на этот столик, когда снимаю видео, чтобы они у меня были всегда под рукой. И все равно я умудрилась их взять, что-то резать, там пытаться, наверняка ничего не обрезала. Но утащила в другую комнату. Вернемся к чашке кофе. Вот такие красивые получаются розы. Я уже начала, и, как я сказала, мне нравится простота, потому что, вот, допустим, вы взяли светло-розовый этот цвет и пошли им вышивать, вышили... Здесь не все розы, здесь будут 10 роз. У меня только 1, 2, 3, 4, 5 начато этих роз. Ну, я не стала здесь еще продолжать вот этими цветами, которые вышиты, потому что я очень часто сбиваюсь, а мне не хочется сбиваться, и поэтому я вышиваю так один цвет за другим, чтобы, ну, как бы присоединяться к этим крестникам, чтобы не сбиться. Вот красиво так получается. Цветы в вышивке — это, конечно, самый выигрышный вариант. Они всегда выгодно смотрятся, независимо от того, это современная разработка, это античная какая-то разработка. Цветы, они великолепны в вышивке всегда. Мне нравится очень, и я наверняка куплю. Я уже посмотрела, мне там понравился очень чашка чай, там с такими фиалочками, прелесть, вообще такая нежненькая. Это вот нежная чашка, чай, чашечка вообще прекрасная. Потом мне понравилась чашка капучино, классная она. И там была чашка супа, ну суп как-то, я не знаю, не очень меня привлек. И еще какая-то чашка была, я сейчас уже не помню, видимо, тоже она мне не очень понравилась, поэтому я ее и не помню. Ну, капучино и чай я абсолютно уверена, что я возьму, и я хочу сделать такую серию. Красиво, согласитесь. Ну и последним, как говорится, но не в последнюю очередь, я начала вот это деревце от Рената Паролин. Это лето у нас. У него сезоны. Это второй сезон лета. Есть у него и зима, и осень, и весна, соответственно. Мне понравилось вот это больше всего деревце. Оно классное. И покажу вам, что у меня на данный момент есть. А вот на данный момент я уже вышила вот такое... Вот эта ниточка, которая мне не хватала, это 08 номер, это из новой коллекции. Вот он такой интересный цвет, видите, коричнево-серый. И я вот, мне кажется, неплохо очень повышивала. Я вышиваю сразу вот эти веточки, чтобы потом не заморачиваться. Там не написано бэкстич в 1 или 2 нитки. Я попробовала в 2 нитки, он очень грубо получается. Я сделала здесь в 1 ниточку. Мне кажется, он очень нежно и красиво получается, эти веточки, на которых там будут расположены листочки. И начала я вот эти ягодки тоже вышивать. И, ну, как обычно, вы понимаете, я же ездила за этими нитками. У меня есть список ниток, которые у меня есть в наличии. Потому как в коробках у меня лежат нитки, ну, которые сейчас не задействованы в процессах. Тут нужен, вот там есть еще одни ягодки, там нужен номер 321. Это красный рождественский называется.
Я думала, 666 красный рождественский, но оказывается, есть еще рождественский, вот этот 321, он называется яркий рождественский. Ну, и у меня в списке он есть. Ну, видимо, он лежит в каком-то начатом процессе, потому как я его в коробке не нашла, и в своих всех запасах я его не нашла. И, блин, так обидно, потому что, я же вам говорила, у меня все нитки на этот были, и я ездила, я могла купить эту нитку еще. Ну вот теперь я не знаю, придется опять, наверное, ехать, потому что у нас ниток мулине купить ну просто невозможно. Либо надо заказывать где-то. Я заказываю только на 1, 2, 3 Stitch, потому что заказывать в Италии, казалось бы, в Италии здесь близко, через дорогу у меня доставка из Италии получается гораздо дороже, чем доставка из Америки. А в Америке я нитки DMC не могу заказать, потому что это европейские нитки, и они их не присылают в Европу. Ну, короче говоря, с нитками какая-то заморочь. Надо ехать, только ехать. И вот вчера у меня это деревце так замечательно пошло. Я начала его вышивать, вышила эти ягодки, вышила эти листочки. И хотела, вот здесь должны быть эти красные ягодки тоже. И уже я такая разогналась, знаете, когда оно идет вот так прям замечательно и хорошо. И тут бах-трах, нету этих ниток. Я как вот тут мистер Бин. А у вас есть такое? Я почему мистера Бина вспомнила? Я когда вышивала, ну вот это дерево, по телеку показывали «Мистер Бин в отпуске». Видели вы этот фильм, когда там он выиграл поездку в Париж на Лазурный берег, и он там чудил, как обычно. Я вот, знаете, я когда вышиваю, я помню, вот это я вышивала, я смотрела «Мистер Бин», чашку кофе я вышивала, я смотрела «Биджус», что я там еще вышивала, тыкву эту вышивала, я смотрела, как он называется этот, «Чужие», да, новый фильм вот этот «Чужие». Ну, короче говоря, я смотрю, и каждый раз я вспоминаю, я когда вышивала это, я смотрела вот этот фильм. Есть у вас такое? Ну вот, что у меня происходило на этой неделе. Я надеюсь, вы досмотрели до этого момента. Кто дошел до этого этапа, я вас поздравляю, вы молодцы. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Большое, огромное вам спасибо, что вы пишете комментарии, меня поддерживаете. Я просто хочу сказать, что вот эти все старты только благодаря вам. Это потому, что все так как-то «давай, начинай, что там?» И я вот так раз как-то собралась, ну, вы пинок мне такой конкретный дали, и спасибо вам за это большое, огромное. Это очень приятно. Так что я жду вас в комментариях. И спасибо, что посмотрели. Да, мой же органайзер, вы, наверное, заметили, что цветочек стал поменьше. Я не знаю, оставлять его. Я его хотела вообще состричь, ну, в смысле убрать. Потом первый ряд вот этот убрала, посмотрела, ну вот вроде как поменьше, он выглядит поинтереснее, получше. Не ляписто такое. Ну, я еще сомневаюсь, оставлять его или убрать. Напишите мне, как вы считаете, оставлять такой маленький. Оказалось, что не всегда больше, тем лучше. Оказалось, чем меньше, иногда даже лучше. Вот такой органайзер, тоже итог этой недели. Напишите мне, пожалуйста, оставлять этот цветок или срезать его нафиг. А я с вами прощаюсь. До следующего видео. Огромное вам спасибо. Всем пока-пока.